Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Продолжаем с вами прохождение Ведьмак 3 Дикая Охота. Давно не играли. Я был занят прохождением новых проектов Atomic Heart, Resident Evil 4. А теперь продолжаем. Сейчас сначала вспомним. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Сейчас надо вспомнить, что у нас было как. Последний, помню, мы им этому козу пригоняли. Вспомнить надо. Что у нас тут вообще было? Задание. Основные задания: дела семейные и хозяйки леса. По следам Цири. Не навели, не так велен дела семейные. Поговорить с бароном. Так, убить бандитов. Говорить с бароном. Пойдем поговорим с бароном. Но! Ага. Вперед, плотва! Прячьтесь, детки! Жаль, что ушла. Хорошая была девушка. А чего ей было делать? Сперва сестру потеряла. Перечитать бестиарий, узнать больше. И Гоша. Что за Егоша? Гоша и Гоша. Так, и Гоша где тут? Так, и Гоша. Потому что утверждать, будто говно не особенно приятно на вкус. Наиболее отвратительный из чудовищ, с которым приходится сталкиваться ведьмакам. Секрет из мертвого нежеланного ребенка, которого после смерти даже не похоронили надлежащим образом. Выглядит как сгнивший, новорожденный, искаженный, наполняющий его ненавистью, страхом и злобой. Мерзкий монстр обычно питается силой и кровью беременных женщин, которые таким образом постепенно доводят до смерти. Масло против проклятых. Понятно. Задание дополнено. Деточка, жаль, Теперь помедленней. помоги старушке. Помочь тебе? Давай, сейчас поможем. Пожалуйста, только не это! Помоги старой слабой женщине! Что случилось? Ночью безбожники часовенку верный милосердный разорили. Чтоб им пусто было! Починить надо на часовенку, иначе верно обидится. Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют. Ой-ой-ой. Давай поможем. Парша и бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу. Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить. У меня уже есть ремесло. Я ведьмак, а не реставратор древней деревянной архитектуры.
ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Я все восстановлю, если будет по дороге. Я и так уж достаточно сделал. Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Только не это! Опять! Так, и что у нас там? Дополнительные задания. Защитник веры. Восстановить все разрушенные святилища. Ну, давай восстановим. Всего 2. Недалеко, надеюсь. Да вы охренели, что ли? Далеко. Не, ну я могу, конечно. Быстрый переход отсюда. Подходящий перекресток надо найти. Ну, раз уж взялся, давай сделаем. Что тут? Давай до деревни дойдем. Из деревни тогда пройдем. Но! Еще перекресток найти. Надо слезть, что ли? Быстрый переход. Больше быстро некуда. Сюда. Где моя лошадь? Иди сюда. Иди сюда, что ты мечешься? Шевелись, плотва! Шевелись, плотва. Мой-то снова потащился к этой колдунье. Говорю тебе, она какие-то проклятия. Куда я бегу? Не туда. Шли. Так, а он там что-то не было. Мы останавливаться не будем пока что. Мы идем пока туда, куда планировали. Ух ты. Так, стоп. Тут нельзя сохранить, да? Надо сохраниться. Да. Ну хрен мне сейчас.
нас уровень 6 всего лишь. Серебряный меч, сила атаки против вампиров. Масло против вампиров. Пять 7 урона. Ор. И ничего себе. Есть. Берем. И здесь все поломали. Давай, поднимай. Хорошо. А шагушка вперед. Да. Доедем назад. Все нормально. Эй, эй! Пошла! На выезде там. Давай! Летели с последней фигней. Ну, Может, давай-ка сохранимся. все. Сейчас наверняка теперь этих бандитов встречу. Да, вон.
Арт. Надо вспомнить, что знаки делают. Огненный шквал — это Игни, Иртон. Магическая ловушка. Щит. Аксий. Короче, Игни и Арт. Здорово, пацаны. Это вы оскверняете святилище в Велине? А тебе что до этого? Вы кто такие? Мы вестники молний, тяжелые капли грозовых туч. И молния эта зовется сверхчеловеком. Ясно, фанатики какие-то. Местные говорят, что боги недовольны. Вы-то их гнева не боитесь? Гнева богов? Ха, боги умерли. Мы лишь устраняем их разлагающиеся останки, тлеющие угли предрассудков. Тогда давайте-ка вы уберете за собой и вернетесь устранять угли туда, откуда пришли. Мастер Фридрих из Оксенфурта провозгласил, что боги умерли. Мастер Фридрих. Религия — опиум для народа. Простой люд боится только религии жрецов, а не богов. И страх этот заковывает нас в оковы мракобесия. Мы должны создать новую мораль или обойтись без морали. Не позволим возродить святилище. Забавное представление, но мне что-то наскучило. Проваливайте отсюда и не возвращайтесь. А то что? А то позову инспекторшу из деканата. Репрессии! Бейте холопа режима! Мгм. Для цирка отловить капитан, можно сказать. Так, стоп. А что, я не могу? Стоп. Масло. Ну, что-то подожрать-то есть? Опыт для смертельного удара по человеку. Просто так много. Ну и все. Отлично. Хорошо. Угло — это вообще прекрасно. Так, надо святилище-то установить. Все, все, не надо устанавливать. Она пошла. Успехи сломаны. Может, как-то можно починить.
Так, чинить элементы доспеха. Давай починим. Так, перчатки. 7 броня. Тут 10 броня. Так, штанов 10 броня, 10 броня. Не, мы пока в своих штанах походим. 44. Остальное продать. Пустевшее селение. Хотите посмотреть, что там за херня? Надеюсь, тут не нарваться на что-нибудь такое нехорошее. А, нет, там какие-то ведьмы летают. Не, я туда не пойду. У меня тем более нету этих. Как их называют? Еды нет. Чтобы с ним бороться как-то. Шевелись, плотва. Так, что, погнали по сюжету дальше. Сюда вроде надо. В замок Ворона молния идти. ударила. Перед с бароном. Люди добрые! Замок горит, ты чё? Не убивай! Люди! Замок горит! Ого. Пел поджог тут. Что-то случилось. Может, спасти кого-то надо? Опять нажрался. Ну, иди уже, успокой его. Осли! Где Осли? Видел его кто-нибудь? В конюшню пошел вроде. Что? Горит. Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся? Барон как ошалеет. Так пощады не жди. У меня брат в конюшне! Спасите его! Не то живьем сгорит и он, и кони! Попробую. Быстрее! За какие грехи наказали меня Боги такой компании? Так, а куда в конюшню идти? Похоже, дождь собирается. Так, и как я тут должен спасти кого-то? А, вон там лестница. Твою мать, сколько дыма. Надо торопиться. Быстрее. И а куда идти-то?
Так. Ну где? А, надо дверь открыть все. Стоп, а у меня есть что-нибудь? Я сейчас сам помру тут. Эликсир лечит силу атаки. Масло. Здоровье, интоксикация. Блин, черт его знает, что тут лучше сделать. Жрать тут ничего нельзя, получается. Куча всякого барахла зато. Чё? Классные холены, благовония, околь, талисман. Давай что-нибудь выпьем. Белое вино, но вино это не точно. Только мне тут чего не хватало. Последнее сохранение. Интересно, откуда? Надо было сохраниться, да. Спаси! И сейчас все сделаю, подождите. Так. Масло, отвары. Эликсиры. Генерация очков. Видеть в темноте. Может, вот это? У меня ингредиентов ни хрена нет. Часть здоровья. Твар. Восстанавливает здоровье. Твар лешего. Опять мутагенный отвар. Опять нажрался. Ну, конюшню подпалил. Тушить надо. Я туда не пойду.
После? Где? Видел его кто-нибудь? В конюшню. Что? Гори. Давай, Вы что, давай. так все боятся? У меня Попробую. быстрее! Блин, нельзя ставить. Хреново. Блин, брат мой, в конюшне остался. Спасите его! Совсем посылать. Давай, давай, давай. Твою мать, сколько дыма. Надо торопиться. Сюда! Сюда! Я выйти не могу! Кровля завалила! Я тебя сейчас заберу. Вытащил. Так, лошаденки выбежали, отлично. Вот он, герой! За этих лошадок я тебе прощу даже тех пидоров, которых ты в корчме порезал. Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти? Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты ее много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так? Пить его надо. Вот сука! Они убежали от тебя. Врешь, пидор? Сейчас я тебе вломлю. Так. Охладись, дружок. Надо поговорить. Садись. Ты их бил. Я на Тамару в жизни руки не поднял. А на Анну? Анна — это другое дело. Она всегда знала, как меня достать. Ты с самого начала знал, что они сбежали. Знал. А почему мне не сказал? Ты потратил мое время. Узнай ты, что я за собственной семьей уследить не могу. Ты меня размазнёй считал и ни хера б не уважал. Рассказывай все, что помнишь, начиная с дня побега. И в этот раз я хочу слышать правду. Я тогда пил третий день. Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят. Я умолял ее, чтобы они остались. Но она не слушала. Я пытался ее удержать, а она вырывалась и, ну, упала. А больше ничего не помню. Проснулся утром в обоссанных портках и с шишкой на голове. А их уже и не было. Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? Хер ты что можешь знать? Ничего у меня не осталось. Ничего. Только бутылка. Что было потом? Потом было еще хуже. Я потом снова проснулся. Солнце заходило, а сколько дней прошло, я не знаю. Я думал, все это гребаный кошмар. Пошел в спальню, а Анну уже не застал. Зато всюду была кровь. Я тогда уже знал.
Она потеряла ребенка. У меня ком к горлу подступил. Я подошел к кровати и увидел ее. Она лежала там, маленькая, беззащитная, на окровавленных простынях, мертвая. Из-за меня. Из-за тебя или нет, но талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан. С выкидышем. Что ты сделал с ребенком? А что мне было делать? Вынес да закопал. Вот так просто? Не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы все закончилось уже. Я об этом ребенке ж мечтал. Я о Нете говорил. Вот он родится на свет, и все изменится к лучшему. А он умер, прежде чем родился. Мой ребенок умер. Понимаешь, ведьмак? Возьми себя в руки. Люди вроде тебя, когда ломаются, выглядят жалко. У тебя сердца нет. Для того нас и подвергают мутациям. Впрочем, есть и хорошие новости. Твой мертвый ребенок поможет найти живого. И твою жену. Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Игошу. Во что, сука? Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин. Когда они становятся достаточно сильными, они нападают на тех, кто причинил им зло. Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови. И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью. Как? Есть два способа. Предания гласят, что Игошу можно ритуально похоронить под порогом дома. Тогда он превратится в Чура. Это такой... дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье. Ага, а что второй способ? Убить Игошу и взять немного крови. В этом случае мне понадобится помощь ворожея. Не убивай моего ребенка, а? Он и без того настрадался. Ты расколдуй его. Пусть он, наконец, упокоится. Прежде всего, Игошу нужно найти. Я покажу тебе, где я ее похоронил. И я выкопаю эту самую могилу под порогом. Она и так и эдак пригодится. Если превратить Игошу в Чура не получится, будет где похоронить нас обоих. Чем быстрее совсем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождем. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. И постарайся протрезветь. Взять лопату? Ну, чтобы могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. Еще немного. Давай за мной. Так, давайте сохранить. А, нельзя, да? Ладно. Имя ребенку дали? А нет. Это зря. Имена — сильные магические печати. Это здесь. Отлично, ты место выбрал. Да оставьте меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит?
что и Гоша вышел на охоту. Смотри! Назад! Какой красивый. Зараза! Вот сука! Так. Так, срочно надо мне что-то выпить. Блин, а у меня и меч сломался. Зараза. Все сломались мечи. Просто против вампиров. Черт, не успел. Блин, чё ж так мечи-то быстро ломаются? Это здесь. Можешь вчера превратить. Отлично, это место выбрал. Да оставьте меня. Хорошо. Яма, Что это за... что и... Возьми его на руки, быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом загрызет. Не повышай голос, а не то растревожишь его. Пока он спокоен. Ни хера себе. Что ж будет-то, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться, я успокою его магией. Подними его, возьми его в руки. Боги мои! Так, и что делать? Вернемся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенд и обратить его в чудо. Черт! Ты идешь? Дойдите с бароном до входа в замок. И давай. Голодные призраки, они чуют и Гошу. Клянусь могилой матери. Делай что-нибудь!
Нет, не все. Нихера себе. Вертится. Сейчас вырвется. Успокой его как-нибудь. Он меня загрызет. Успокой его. Так, а я как его должен успокаивать? Аксий, чтобы успокоить Егошу, да? Успокоился. Но, а что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если предания не врут, к следующему утру он превратится в чура. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Ну, чё, куда идти-то? Ты идешь или что? Их все больше, надо спешить. Ну так давай. Я не собираюсь ждать, пока нас сожгут. Блин, сколько их много-то, а? Что-то их прям очень много. Не, простой рубилов тут не поможет, тут надо по-другому. Блин, все еще отсюда. Это здесь. Отли. Я... Что? Что и... Возьми его на руки, быстро. А если... Не по... Нихер... Он... Вернемся в замок. Как? Пошли. Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенд и обратить его в чура. А, черт. Ну, блин. Он взбесил. Кем я его должен был взбесить? Не, я его так не убил. Это не может быть моим лицом. Нехорошо. Не, я его так не убил. Сука! У меня даже не было энергии. А чем я его разозлил? Что, убежал далеко, что ли? Или что?
где-то здесь. Отлично. Хорошо. Яма. Что это? Что это? Возьми его на руку. А если... Нихер... Он... Вернемся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенд и обратить его в Чура. А, черт. Да, ну далеко просто не надо убегать и все. Голодные призраки. Они чуют и Гошу. Клянусь могилой матери. Делай что-нибудь! Он вертится. Сейчас вырвется. Успокой его как-нибудь. Ну, а у меня какой? Успокоился. Но... А что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если предания не врут, к следующему утру он превратится в Чура. Тогда он будет Так, блин, сохранить невозможно. своим домом, а мне поможет найти твою семью. Мне надо сохраниться, ребята. И почему? По сути, опять начнется. Все больше, надо спешить. Ну так давай! Я не собираюсь ждать, пока нас сожрут! Скажи, что умеешь. Блин, чё вас до хера? Все что ли? Издевается, как уголь. Я его не удержу. Ну что? Получилось. Ух, Перестал вроде. теперь-то можно сохраниться? Ага, сейчас. Ты выбрал имя? Нет. Ну так придумай какое-нибудь. Это важно. Ну, это девочка. Как Анна хотела бы ее назвать? Это нельзя. Похороним его! Закончим! Что теперь? Повторяй за мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом.
миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та, что пришла и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, и скажи его, и признаю дочерью. Нарекаю тебя, да я. И признаю дочерью. Хорошо, теперь зарой тело. Что теперь? Через сутки Дея должна превратиться в Чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но ребенок-то мой. Я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких «но». Это работа для ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Игоша не превратится в Чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Такс. Что теперь? Призвать черт на месте погребения Игоши. Теперь я могу сохраниться хоть. Слава богу. А вот какой-то сундук есть. Солдат барона. Тебе здесь делать нечего. Конечно, мне делать тут нечего. Значит, здесь ночевала Цири. Ничего не сбросить пока что. Чтобы не таскать это все барахло. Неясная природа проклятий Лидия ван Бредеворд. Откуда у нее такое? С посвящением барону и его жене. Кажется, у них в Изиме были высокопоставленные знакомые. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Что? А у тебя, Седой, тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Точно. Сидеть и ждать.
взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. Не восстанавливается. Но нам не надо. Слышал, сержант от барона хлыстом получил. Я не хочу с ним связываться. И отсюда. Так. Долго идти-то еще. Похоже, там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Бутылку воды. Вот одна бутылка воды. Одежда? Здесь кто-то переодевался? Ну никак сюда зайти-то? Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Подкова. С Малакуром не хватило бы денег на коня. Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Она хочет показать мне что-то еще. Угу. Кто там за мной бежит? Не надо за мной бегать. Так, где вода? Я ж подбирал. Не хочу, не хочу. Блин, придется этих мочить все-таки.
Еще. Вовремя сохранился. Сохранился вовремя. Здесь уже побывали трупоеды, но все равно стоит взглянуть. И чтоб тебя. Да смотреть труп ложь. Ух ты, черт. Блин. Сейчас еще тут всяких трупов обыщем. Что у нас тут? Кости лежат тут уже какое-то время. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливей. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолокурне. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Похоже, след ведет дальше. Наконец-то можно теперь еще? Хорошо. Это нафиг. Сейчас тут что-то будет наверняка. Это же сохранить нельзя. Не можно. Рыбацкая хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место. А кто это? Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет, ничего не знаем. Мне нужны сведения. Я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет 20. Ее мать, худощавая, под 40. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться.
А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вронницах у господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смолокурне. Привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на 2 локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило, но наконец они явились, и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом, а крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку, и я увидел, на ладонях у нее пылали знаки. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег. На ладонях изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как из чащи выскочило чудище. Огромное, что твой сарай, рогатая, и глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью, но на счастье жена ее отговорила, убедила, что одной ей ничего не сделать. Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был перед барышней Тамарой. 3 луны тому назад сын мой лежал в горячке, и мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала, принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покати. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать, но жена мне сказала: настал час войны и презрения, час вражды человеческой. Теперь должно за добро добром платить, потому что кто стоит без дела, тот все равно, что зло творит. Ты женат на умной женщине. Жаль вот только госпожу Анну не спасли. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ней будет хорошо? Я сделаю все, что смогу. Так, значит, опять к барону идти. Дай мне книжки посмотреть, что у тебя тут есть. Так, бутылочки воды нам нужны. Не надо. Тут тоже ничего нет интересного.
Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дея. Иди с миром. Да, длинная миссия с этим бароном. Барон идти. Погнали назад. Ну, все. Сразись со мной! Серьезно, что ли? Давай сразимся. Правильно. Выходи! Сойдемся в поединке! Ты сначала с собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю. Я Ронмит из Малого Луга, связанный с священным обетом, Сочувствую. что ради прекраснейшей девы Ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу. У меня еще 99 боев останется. А почему ты хочешь драться именно со мной? Я к твоей деве Ягодке никакого неуважения не проявил. Так признай же, что дева Ягодка всех дев на свете краше. Я же ее в глаза не видел. Ага, не хочешь? Такое оскорбление можно смыть только кровью. Довольно. Пощады. Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Ну, когда мы сойдемся снова... Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Да что смотреть-то? 25 очков опыта получено. Погнали.
Отдохни. Потанцуем? Глаза у тебя как у кота. Баронета. А я как захочу какую девку трахнуть, так и трахну. И хер я ложил на всякие запреты. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Так, а что у тебя есть? У нас следопыта. Что у тебя есть еще? Серебро. Починить. Не хватает денег, а мне что? Так мало. Давайте скину-ка всякую херню. Блин, взял свой меч, продал. Идиот. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала. Но пошла. Ну что ж, как угодно. За какие грехи наказали меня боги такой компании? Простите, Ну тебя, простите. Бузна. Вперед, плотва. Так. Сохранение. Там лавка какая-то.
Хочешь Мастермейстер. посмотреть наш маленький склад? Мы тут собрали неплохую коллекцию. А то зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать? Покажи мне свои товары. Так. А чё так дешево ты продаешь-то? Точнее, покупаешь дешево. По 3 бакса. Будь здоров. А вот у этого. Чем могу помочь? Что у тебя есть на продажу? Уже 5. Бывай. Так, а у этого сколько? Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Тоже 5. Ну, давай ему продадим все. И так. И 48. Бывай. Пятки, десятка. Этот, короче, все кафтаны можно понапродавать. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Мне нужны доспехи. Документов. Блин, где же я их найду-то? Это херню. Укрепленная кожа, холст. Тут уровень 16, а мне только 6. 42 броня. Починить. Почини мне вот меч мой.
Так, 57,69. Ну, пока, наверное, больше не будем чинить ничего. Бывай. Такс. А это что, я не починил, что ли? Предмет мастера. Вот меч есть. И этот есть. А почему я этот не починил? А, необходим уровень 13. Понял. Это я его не скоро, короче. Он может лучше продать его. Сломанный, кого он нафиг нужен. Так, давай еще к Чем тетке могу подойдем. помочь? Что у тебя есть на продажу? Это что? Что он меньше пугается? Да, тоже всякого барахла полно. Так, у меня 44 броня. Странный у тебя говор. Ты со Скеллиги? С Артскеллига. Но с детства жила в Гольмштейн. А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом. Целыми днями в кузне крутилась. И все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось 17, отец сказал, что ему больше нечему меня учить. И отправил в мир оттачивать ремесло. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. Бывай. Этот аж побледнел от голода. Быстрей. В соседнем селе о том же болтали. Так, а у тебя что тут? Хочешь посмотреть наш маленький склад? Покажи мне свои товары. Так. Предмет ведьмачьего снаряжения. 62 рубля продает. Потом что за столько продает? $57 за картошку. Круто.
Ну вот карту можно попробовать купить. Мне кажется, потом продать-то можно. Ну и все. Будь здоров. Так, сохраняемся. Надо дела семейные закончить. Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам благодарность. 20 рублей дал, что-то мало. Вы же мне жизнь спасли. Я уж почую, как припекло. А ты знаешь, что такое коллекционные звездюли? Гниды. Ты же этого так не оставишь. Вы ведь меня об этом уже спрашивали. Скажу, все скажу, где по краже спрятано. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Кажется, не имел чести. Меня сержантом называют. Понимаешь, прозвище такое. Еще с армии. С тех пор, как я служил с Филиппом, с бароном, значит, под знаменем Тимерии, у меня тут вопрос появился. В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Вот ты где. Видишь, мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Такая она тогда была счастливая. А вон те, смотри, такие лохматые. В Зарекании их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Дее. Эх, но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. И еще вот, держи. Это что? Охранная грамота. С тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее на новиградские земли очень непросто. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит.
Мы такого вепря загнали. Сам король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири, поди сюда. Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Для меня сделали исключение. Тё, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутации. Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрен. Никому твои крестцы не интересны. Продолжаем. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха! А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. Хреново дело. Что случилось? Страх пробрал? Не. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. И я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. За Циринок буду играть. Вилен, Северная Тимерия, рассвет. Светает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! 4, 3, 2, 1. А было понравилось? У меня когда-то такая была. А ну покажи ей! Давай, давай! Вихрь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Ты жирный просто. Кобыла твоя. Поэтому он тебе Благодарю. и тяжелый. Что? Ух ты. Шанс отыграться. Че, мы будем мочить, что ли? Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно.
Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? Да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет, а значит и предавать нечего. Здешний нильфгаардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у меня в жопе дырка. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в Темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. Но надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да местный владетель от черных сбежал и Вронницы просто бросил. Как только Нильфгаард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы и хер знает что еще. Прощай. Так. Требования нильфгаарцев. Так, найдите Тамару, дочь барона в Оксенфурте. Найти жену барона. Оставшись в зацепке уверенно найти жену барона. Но я, конечно, сначала, да. Погоди, ведьмак! Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Тряпичную куклу? Ага. Ну, куклу так куклу. Так, куда ехать? Так, ехать нам... место отмечено игроком. Найти Тамару. А где остальное-то? Где что должен? Сам-то я не видел, но, говорят, схватил за плащ и врыло его. Врыло, сука, ты понимаешь? Да. Может, тут что должно быть? Ну и бадун у меня. О! Ну куда?
Сам-то я не видел, но, говорят, схватил за плащ и врыло его. Врыло, сука, ты понимаешь? А чё? Для кого это еще лежит-то? Я тут оборону свой. Вот же бледная Харя. Одна баба другой бабе засадила в жопу грабли. Ничего себе. Все возьмем. Ты чё? Не-не. Что? Ну, зверьё. Ну куда? И что значит куда? Куда надо, туда и иду. Выпускай урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди. Вроницы 10-й дорогой обходи. Патлы у тебя как творог белые. А я бы творогу поел. Ой, поел бы. Хорошенького понемножку. А мой ухер, как пионер. Что поставите в пример? Чё, сука? Понял вас. Вроницы 10-й дорогой обходи. Никого, да? Алтарь? Выходит, вечный огонь добрался уже и до Велена.
Много вы, значит, чудище, понимаете, того. Много. Так, давай-ка мы сейчас сохранимся. На всякий случай. Мастер-ведьмак, недалеко от Подлесья, в гротах эльфов. Так, ладно, погнали отсюда. Ой, ну и баду. Так, пойдем скинем барахло. Эй, мужики, может на эту чудищу поохотиться? Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Так, 388. Какие кольца были. Интересно, короче, да? Бывай. Герой выискался. Народа спаситель. Так. Все оставшиеся зацепки в Велине найдите жену барона. А какие тут еще могут быть зацепки-то? В Штейгерах, как какая-нибудь бабка занедужит, ее сразу в лес захватит. Зацепки в Велине. Так Чтобы я это там и есть тот чудище ведьмак сожрали. страшный. Может, Я у мне себя в старика к носу ручью кое-что послать? поинтереснее А находил. ну-ка, поймает чего? Так, гадалка. Требуются новые игроки, кулачные бои, скачки, кликатун. Чудище из Доброва. Отметка неизвестное место. Мечи заказы. Вот кликатун. Блин, 25 чудищ из Доброва, это похера. Так, чудище из Доброва. Куда идти? Ну пошли сюда. Заработок искать с удовольствием. Но лучше б завтра. Так, куда идти-то, что-то так и не понял. А, надо это свалить, короче, отсюда. Сударь, у нас кругом кошмары. Домовые свои. Хамство. Может, мне Всюду старика к хамство. ручью послать? А ну-ка, поймает чего?
Да-да-да. Красивая у тебя висюлька. Да хранят тебя боги. Привет. Ну, Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете Кликотуном. ну да, завелось. Коров таскать, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй, а он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. О, Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. Сорвом со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. я знаю, что времена тяжелые, но придется отсыпать побольше денег. Больно много вы хотите. Больно много вы хотите. Можно и докинуть немного. Вы заради нас головой рискуете. Ой, спасибо. Самое время, чтобы этим Кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя, того, что сгинул. Только с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Где его искать? Да тут он, в моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потерял. Вот я его и пригрел. Что заходишь? Не ходи сюда. Чтобы хоть мой старик не сидел. Ой. А, вон там пацан. Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, я Оставь, говорю! хочу отомстить за твоего отца. Но для этого я должен понять, что его убило. Кликотун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит, а в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Как? Ты не мог ничего сделать. Единственное, что остается, убить это чудовище. И я этим займусь. Будь здоров, малыш. Так. Че, погнали? Замочим этого Кликотуна. Совсем несчастный сник после такой утраты. Теперь пойдет с веревкой в лес,
Искать сук повыше. Сплетни плетут, лишь бы плести. Вперед, плотва! Шевелись, плотва! Так, секунду. Не, я там не переплыву. Наоборот, надо туда бежать. Видно, что ты человек бывалый. Так скажи мне. Что? Неплохая работа моему Любушке Поди с подвернуть. глаз долой. Говори, что хочешь, а дочка его другая была. Если кто в деревне повелся, Плотва, не так быстро! Быстрее! Черт. Погнали, погнали. Вот Вичка. Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Отдохни. Сохраняемся. Следы путаются. Монстр зашатался. Наверное, он был ранен. Кровь. Кровь монстра. Следы ведут в пещеру. Пещеру. Где какая пещера? Блин, вот она.
Так, еще раз. Знаки, арт. Арт, огненный шквал. Перья. Это сужает круг подозреваемых. Куралиск. Уралиск. Что такое? Уралиск. Картечь бомба. Масло против драконидов. Арт. Понял. Бомбы, картечь, чертов гриб. Химический ингредиент. Масло против зверей. Что, погнали. Звук откуда-то сверху. Не вылезает. Значит, выкурю его бомбами. Этими бомбами. Самум, картечь или танцующая звезда. Бомбы, самум, картечь или танцующая звезда. Вот она. Я забыл, как бомбу доставать. Так, настройки управления.
Привязка клавиш. Предмет в быстром доступе. Так, зафиксировать камеру. Альт, круг, пробел. Забыл, как бомба-то. На тап можно нажать. Похоже, он сбежал через другой выход. Надо его поймать, пока он рядом. Угу. Вот он. Теперь не уйдет. Давай. Кровотечение. Ласточка еда и питье знак вен.
Ну давай. Надо было сохраниться, я чуть не сохранился. Нет, я сохранялся. Давай, курица драная. Блин, один удар оставался. Один удар. Один сраный удар. Садится в пещеру и не вылезает. Значит, я курю его бомбами. Блин. Пусто. Похоже, он сбежал через другой выход. Надо его поймать, пока он рядом. Вот он. Теперь не уйдет. Погнали. Тут можно? Можно. Да что ты? Ой, мочила. Ух ты. Да чтоб тебя. Нет. Ща. Сейчас мы с тобой разберемся, дружок. Подожди.
Давай. Ух ты. Давай, иди сюда. Да как ты меня достал? Развивайте знак Акси, это даст вам много возможностей в диалогах. Окей, окей. Ах ты черт. Ой. Ну блин, я ж делал кровотечение это сраное. Ну иди сюда, иди, друг. Иди сюда. Ах ты черт. Аквен.
повешу твою башку у седла. Черт. Давай скорее. Блин, вот говно какое. Вот чё. Вот сука. Ну давай, иди сюда. Опять кровотечение. И чё ты там? Черт бы тебя побрал. Валит от меня петух сраный. Давай, иди сюда. Неужели?
сраный. Ух. Так. Но. Так, замочили. Теперь сохраниться надо. Может, сначала надо это привести. Давай, может, приведем в натуре. Стоп. Ты что, не туда свернул, что ли? Вроде туда. Все сюда, куда надо. Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Нет, нет. Мастер Неплохая ведьмак. работа моему любушке. Недалеко от Подмечи. А ну, конечно, не худшее. Вчера... Привет. Ну? Или Катун вас больше не тронет? О, спасибо, мастер ведьмак. Будьте любезны, ваша награда. Немного, но, как говорится, курочка по зернышку, а куда так-то? Сохрани эти деньги. Ты взял под свой кров сироту, так что тебе золото пригодится больше, чем мне. О, говорят, ведьмак не человек, чувств не знает. Спасибо вам. От всего сердца. Уровень 7, доступны очки умений 2. Так, где-то пацан. Чего надо? Отец отомщен. Я убил Кликотуна. Спасибо, мастер ведьмак. И все? Доступны очки умений. Так. Расплавленный доспех, так, алхимия. Так. Порог передозировки. Приобретенная стойкость. Общее умение. На 15%. Техника школы кота. Каждый вид тяжелого доспеха, среднего доспеха, легкого доспеха.
Так, да? Плюс 50 здоровья. Мутагены. Плюс 50 здоровья. Сила атаки. Еще плюс 50 здоровья. Улучшить умение. Вот так. Вот 30%. — 50%. Критический урон быстрой атаки. Не-не-не. Максимальное здоровье на 15%. Урон от мощных атак. Вот так вот. Сохранение. Кликотон. Так, значит, мы сейчас куда идем? Нет, нам не хозяйка леса нужна. Нам дела семейные попробовать добить. Где этот что должен искать-то? Я что-то так и не понял. Я так помню, сначала сюда, вот дерево висельников. Потом нужно доскакать сюда. Больше тут ничего нет. После того, что ты для нас сделал, ты мне всегда другом. Или больше надо? А много вы, значит, чудище? Кровавого барона? Давай, плотва. Кровавого. Потому что он безумец и чудище. Каждый день чарит твою волю. Теперь помедленней. X. Погоди. Так, куда идем? Сюда идем. Там то ли волк, то ли русский. Чего ты испугалась? Нет, не, я сюда не к вам. Привет, мужик, как дела? Наслаждайся жизнью, выродок, покуда можешь. Нифига себе. За такой базар надо отвечать, я думаю.
научат, не будешь такой заносчивый. Еще один барон тут, что ли, где-то? Деревня Дебря. Хлопот ищешь? Они сами тебя найдут. Я не сомневаюсь. Ладно, пошли обойдем это. Деревеньку. Придержи. Что, не хотят меня пускать, что ли? Сколько тут солдат? Целая крепость. От отравления. Тремя Черная темерия — это никакая не темерия. Кто его искал? Держись от меня подальше. Стоишь. Прохода нет. Что, в городе чума? Чума? Не. Сказали, никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нету. Ты об этом? Дай-ка взгляну. Печаточки не достают. Такой, красный. Да быть не может. Может, в гражданской обороне опять забыли. Они там сейчас жутко занятые все. Ну ладно, проходи. О, спасибо, спасибо. Я уже думал, сейчас придет куда-то лететь. В таких местах, как города, деревни, лагеря, капец слишком много. Максимальная скорость передвижения там ограничена. Если бы не пираты со скелети. Слава королю Родовиду! Такие, как ты, только болезни разносят. Пойдем позырим. Знаешь, что про вас говорят? Город большой. Как же мы доберемся до Белого моста? Говорю вам, вот такого угря вчера убили. А что для вас, ваша милость? У меня тут все. Отчетов ржаной водки. Бумаги, пожалуйста, и Лучшие бутылочку товары по туши. эту сторону Бумаги-то Бондара. как раз и нет. Армия реквизировала на военные цели. Бумагу на военные цели. Да понимаете, все эти указы, приказы, декреты, там, Ой, запреты. все ко мне! Надо же их Сюда! на чем-то писать. Может, сюда надо зайти? Я ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас Милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, Милздарь. Я ее сейчас приведу. Иска. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Он, конечно, не святой, но он всю округу поднял на ваши поиски.
Мне кажется, для него в эту минуту нет ничего важнее, чем найти тебя и твою мать. Я в людях кое-как разбираюсь. Жаль, что он раньше о нас так не заботился. Особенно о маме. Он совершил ошибку и понял это. Я не оправдываю его, просто говорю, что он наконец осознал, что натворил. И что вы очень нужны ему. Замечательно. Я все приняла к сведению. Ты приехал, чтобы мне об этом сказать? Войцех говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Я бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Знаешь, что это может быть непросто. Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате. Ты увлеклась вечным огнем? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает твое сердце, пламя до конца жизни ведет тебя дорогой правды и прибавляет сил. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Обжечься можно. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовищ. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Рад, что ты знаешь, кто я, а сам ты не представился. Граден, охотник за чародейками, на службе его королевского величества Радовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и Церковь Вечного Огня благодарны тебе. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Пока ты не уехала, твой отец просил передать вот это. Клара? Отец велел привезти мне куклу? Смешно. Он думал меня этим купить. Передай ему, что растоптанного детства красивым жестом не вернешь. Прощай, ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тирану. А я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Удачи. Пошаринг.
Так, градом Мурзик. Так, получены очки опыта. Так, задание дополнено, дела семейные. Нижний черв. Получено достижение. Мяч удаленности улучшения школы кота 3. Так, когда можно сказать командиру тому усердие. Вот там еще есть второй этаж. Ну, все читают, все книжки. Я помню, тоже читал в первой части книжки. Там, короче, заклинания там какие-то. Улучшались. Кошачьи глаза. Знак дьявола. Как там дела? Идут? Славный Геральт. Меня знает. Мне все равно. Лучшие товары по эту сторону полтора. Эй, Седой, видел уже, что у меня на прилавке? Так, ну у меня вообще дела семейные должно быть. Говорит с бароном Атамаре. Сейчас переместимся по-быстрому. И лошадь. Давай, плотва. Блин, это дела семейные, что такая долгая миссия, кошмар. Прям очень долго. Сколько я проходить-то буду?
Тем более, еще нужно там какие-то зацепки исследовать. И еще тут должен исследовать зацепки. О, баронета, а я как закачу какую девку трахнуть, так и трахну. И хер я ложил на всякий запрет. А твое бледное рыло людей не бесит? Так, где там барон? Я в стаканчик. Привет. Ну, с чем пришел? Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... А что, Анна? Я пока не узнал ничего определенного, но надеюсь скоро узнать. Тогда что ты тут делаешь? Ищи ее! Прощай. Эх, дети сраные зацепки. Нажрался. Так. Ну, в руины или в пещеру. Так, медитация где? Кажись, у меня чесотка. Ты что творишь? Я ничего не Вперед, сделал. Матвей. У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать не будете. Умоляю, клянусь, я не Если на лошадь соскочит, зараза. Погоди минутку. Если бы не хозяйки, чтоб чаще... Видно, что ты человек бывалый. Ну и боду. Ух ты, у тебя глаза, как у моего котеночка.
Геральт, спасибо за все. Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась. У вас Хозяйки такое леса. ремесло, что нынче голодать. Дали, сука, себя обработать. как Отдохни. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Блин, ну вот негде, к сожалению. Придется самому лететь. Откуда взялся-то этот ведьмак? О чем я знаю? Хочешь сам... Но пошла. Полетим. Так, не обращаем ни на кого внимания. Нет, реально, какой долгий квест. Деревня залитая. Я детишек вчера по грибы послала. Недалеко отсюда. Сейчас привезу виски из ведьмарства победителя. Я так пошла за хворостом в лес. Ты что, не слышала? Залипье. Ну да, по дороге сейчас вот по этой поскачем. Нормально будет. Главное нормально так скакать, чтобы было куда идти. Сейчас посмотрим, что там. Наверное, на сегодня все. И так уже больше 3 часов сидим. Я думал побыстрее закончить. Ага, сейчас. Побыстрее. Еще неизвестно, что там будет с этими семейными делами, сколько это еще будет длиться. Это волк бегает, что ли? Погнали дальше. Но! Придержи. Так, и что это у нас тут? Сладости какие-то. Печенье. Червяки. Типа сладкой тропинки использовать вообще чутье.
Долго буду тут бежать за этой херней. Там домик какой-то. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда. Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут дивиться? Я ищу ведьм с кривоуховых топий. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топий? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка, бабушка сказала, это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, и Васик? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот. Видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Кто такой Ивасик? И Васик, карасик, выдал весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Бронятся и бронятся. Ничего больше. Сплошная брань. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Ну все, хватит. Я задал простой вопрос. Видела ты эту девушку или нет? Не бойтесь, детки. А чего тут бояться, бабушка? Ему важно, вот он и злится. Может, и Васик что знает? Отведу-ка я его к Ивасику, пока этого кондрашка не хватило. И Васика ты сам выдумал. И не смей говорить таких гадких слов. А ну, ступай в хату. Будешь у меня в углу стоять. И я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты кончай малышей пугать. Иди уже, уходи.
поговорить с мальчиком, которого указала бабушка. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Я задам тебе только один вопрос. Ничего ты ему не задашь. Ты чужой. Нельзя с чужими разговаривать. Давай есть. Суп со шкварками. Ты слышал? Он говорит, что боится тебя. Не пугай мне детей. Надеюсь, способ выполнить бабушку с хаты. Скажите от нее детей про Ивасика. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет, говорит, у нее кости ломят. Может, вам еще что нужно? Вот если бы сладенького. И мне тоже. Или фруктов. Принеси нам чего-нибудь вкусненького. И мы тебе поможем. Вот вам гостинцы. Вкуснотища! В жизни такого не ела. Это хорошо. Еще в прятки с ними играть. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в гузно укусил! Иди сюда, бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору, но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими, а то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится, хоть и говорит, что он придуманный. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду, других поубивали. Моих, раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда домой возвращался, услышал крики и смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама... Все, не надо, хватит. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное.
Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Так, хозяйки леса задание дополнено. О, кто бухает тут походу. Спирт у нее. Так, мы сохраняемся и, наверное, до следующего раза. И так уже 3,5 часа, считай, наиграли. На сегодня, ребятки, все. Это было прохождение Ведьмак 3 Дикая охота. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До будущих стримов, друзья. Всем пока.